Звание киты-убийцы касатки удостоились уже давно. И это не клевета, они действительно крайне опасны, а благодаря размерам и силе запросто справляются даже с крупными акулами. Но сила и завидный хищнический аппетит не ограничивают отличительных свойств касаток. Эти китообразные отличаются еще и заслуживающим уважения умом. С научной точки зрения они принадлежат к отряду зубатых китов, семейству дельфиновых. В этом семействе они являются самым крупным видом. Также касатки, единственные из ныне живущих китов, являются настоящими хищниками, то есть активно преследуют и добывают теплокровных животных. Самцы достигают 10 метров длины и 8 тонн веса, размеры самок нередко превышают 8 метров. Пасть касатки тоже доверия не вызывает. Она плотно заполнена острыми крепкими зубами до 13 сантиметров длиной, плотно входящими друг в друга, как зубчики застежки молнии. В отличие от многих других китообразных, отличить самца касатки от самки легко, даже если они одного размера. У этих китов на спине есть крупные плавники. У самцов они имеют почти точную форму равнобедренного треугольника вершиной вверх и достигают высоты 1,5 метра. У самок плавник заметно ниже, но главное, довольно сильно отогнут назад. Продолжительность жизни касаток почти такая же, как у человека. Взрослыми они становятся к 12-14 годам, то есть тоже почти как человек. Касатки не принадлежат к поклонникам особой многодетности. Обычно самка за свою жизнь рожает 5-6 раз. Но зато эти животные очень внимательно следят за молодняком и заботятся о нем. Если внешне касатки похожи на очень больших дельфинов, то по охотничьей манере это скорее волки. Касатки в охоте очень изобретательны и в большинстве случаев полагаются на совместные действия. Среди касаток процветает матриархат. Они живут группами, которые возглавляют взрослые самки. Сами же группы состоят из еще не достигших зрелости детенышей и подросших самцов. В среднем в группе бывает около десятка касаток, но эти матрилинейные семьи нередко объединяются в довольно большие стаи. И охотятся касатки тоже стаями. Развитая система коммуникационных сигналов позволяет им эффективно договариваться друг с другом, и действуют киты-убийцы слаженно, как хорошо натренированная воинская часть. Аппетит у касаток хороший, и спектр подходящей им добычи довольно велик. Они ловят и едят рыбу разных размеров, акул, тюленей и других ластоногих, пингвинов, а иногда и китов. И для каждой добычи у касаток свои приемы охоты. К примеру, некрупную рыбу вроде сельди они всей стаей сбивают в плотный косяк, а потом по очереди проныривают через это скопление, глуша добычу сильными ударами хвостов. Тюленей могут схватить даже с берега, частично выбрасываясь на сушу и затем уползая с добычей обратно в море. Пингвины и тюлени нередко пытаются спасаться на плавучих льдинах. Касатки бьют ледяное поле, пока не разломают его или добыча в воду не свалится, или же, действуя вместе и с примерной синхронностью, гонят хвостами волну, смывающую спасающихся со льда. Иногда касатки нападают и на крупных китов, но чаще все же предпочитают не связываться и отбить от стада молодое животное или детеныша. Впрочем, если очень есть хочется, они и со взрослыми самками кашалотов справляются, нападая сразу со всех сторон всей стаей и не давая добыче нырнуть. Кашалоты ныряют глубоко и могут очень долго оставаться под водой, что касаток не устраивает. Китов других видов, обладающих меньшей задержкой дыхания, они, наоборот, пытаются утопить. С акулой, даже крупной, касатка вполне способна разделаться в одиночку, причем сразу бьет прицельно в печень, и добить так можно быстрее, и место самое вкусное. Иногда касатки от акулы ничего, кроме печени, и не съедают, а у добытых китов выедают только язык и губы, вот такие гурманы. А возможными такие эффективные охотничьи действия стали потому, что касатки очень умны. У них большой мозг и сложное мышление. Множество данных свидетельствует о том, что мыслительный процесс у касаток весьма развит и сложен. И это не только их способность к совместным действиям во время охоты.
У касаток почти не встречается инбридинг, близкородственное скрещивание, чреватое вырождением и нежелательными проявлениями в потомстве. Эти киты всегда ищут пару вне своей родственной стаи, и как они до этого додумались, генетики морские. Касатки заботливые и строгие родители и отличные педагоги. Молодому потомству строго преподаются все приемы удачной охоты, их также учат коммуникативным сигналам, которые в каждой группе свои. Если мать-касатка решила, что чадо, к примеру, уже доросло до освоения приемов ловли ластоногих на суше, она просто выталкивает его на мелководье, а то и на берег, а сама ожидает поблизости, наблюдая за успехами обучаемого. Если у малыша что-то не получается, он слишком испугался или не понял принцип действий, она сама выскакивает к самому берегу и эвакуирует его в родную стихию, а затем повторяет процедуру снова и снова, пока тема не будет усвоена на отлично. Наконец, касаткам совсем не свойственно бить своих. У этих опаснейших хищников вражда и конфликты внутри вида сведены к минимуму, и этим они довольно сильно отличаются от волков. Вероятно, не только люди поняли, что касатки умны, сами киты тоже о чем-то таком в отношении людей догадываются. Во всяком случае, отношение к человеку у них особенное. Действительно не задокументировано ни одного случая убийства человека касатками с целью пропитания. Киты нередко плавают рядом с кораблями и другими человеческими объектами, заинтересованно их осматривают и даже демонстрируют дружелюбие. И явно полагают, что человек не еда, а существо, достойное внимания. Закреплению в сознании людей представления о дружеском расположении касаток к человеку очень способствовала кинотрилогия «Освободите Вилли», поставившая на уши весь мир. И да, есть немало примеров того, как касатки, содержащиеся в неволе, отлично ладили с людьми и становились звездами представлений в океанариумах. Но общая картина не столь радужна. Да, касатки не испытывают враждебности к людям вообще и не нападают на людей как на добычу, но они все же остаются опасными. Для начала размеры. При близком контакте с касаткой даже случайная неловкость может стать роковой, ибо это слишком большое и сильное животное. Затем недопонимание. Известно много случаев, когда касатки переворачивали и топили лодки и небольшие суда. Они явно принимали их за льдины с пингвинами или тюленями. Наконец, касаткам присущи такие человеческие чувства, как мстительность и раздражительность, и пострадать от них могут вовсе не те люди, что обидели или рассердили китообразных. Зафиксировано немало случаев немотивированных нападений стай касаток на суда. Теперь известно, что ранее кто-то из членов этой стаи подвергался атаке китобоев, и у его родственников в головах зафиксировалась логическая схема: корабль, причинение зла нашему парню, необходимость отомстить. А что корабль совсем не тот и вообще не китобой, а маленькая прогулочная яхта, это их не волнует, у них кровная месть. И если дикие касатки вреда людям не причиняют, разве опосредованно, то в океанариумах зафиксированы случаи убийства питомцами своих тренеров. Их именно убивали, и потом даже охотно позволяли забрать тело и шли на контакт с другими людьми. Здесь тоже на поверку проявлялась либо месть, например, за отъем детеныша, либо какой-то стресс, либо скверное настроение из-за невозможности устроить личную жизнь. Причем после свершения расправы касатки успокаивались и снова становились дружелюбными и общительными. В общем-то, люди в этой истории проявили себя как раз разумными существами. Промысел касаток запрещен в 1982 году, за исключением охоты коренных народов, в основном на севере, а касатки живут практически во всех океанских водах. Сейчас ограничивается и их содержание в неволе, но зачем нарваться на скверное настроение таких серьезных ребят? Точных данных по численности касаток на планете не имеется, но очевидно, что особой угрозы этому виду нет. А поскольку касатки умны, то с ними вполне реально действительно договориться и жить дружно. Двое умных всегда придут к компромиссу, даже если у одного из них плавники. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.